Народ, всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам про вот такую вот очень бюджетную, очень дешевую поворотную Wi-Fi камеру с Алиэкспресса. Камерка была куплена всего лишь за $25. На сегодняшний день такие цены практически не найти, однако, как видите, они есть. Камера уже с карточкой на 32 гигабайта, подключается по Wi-Fi и транслирует видео в интернет. Сегодня подробно о ней. И начнем мы с упаковки. Боже, наша Почта Республики Беларусь просто уничтожила данную коробку в хлам. Как будто и играли в футбол. Как видите, она помята полностью по кругу, и точно так же она была и в пупырчатом конверте. И конверт этот был чуть ли не на узел завязан. Ну да ладно. Главное, что содержимое целое, благо все уцелело. Открываем, и что мы видим? А внутри мы видим то, что наша камерка работает не с приложением ICC. Это новый вид бюджетных камер, которые работают именно с новым приложением Y-LOT или YOT. В общем, непонятно, как оно называется, но выглядит это вот так. И сегодня мы попробуем все это дело подключить. Итак, по самой камере. В комплекте у нас, как обычно, идет блок питания для камеры, сама камерка. Она выглядит, впрочем, как и все такие же камеры. Спереди идет сенсор. Здесь идет у нас датчик света. По кругу видно, что светодиоды обычные, желтые. Внутри светодиоды будут инфракрасной подсветки. Камера поворотная, то есть она вращается как влево-вправо, так и вверх и вниз. Этим можно будет управлять все через интернет с телефона. Две антенки Wi-Fi. Сзади динамик. Спереди у нас, да, есть микрофон, то есть камера будет идти с обратной связью. И сюда ставится у нас флешечка, на которую происходит запись. Также тут мы видим кнопку сброса. Она нам понадобится в настройке данной камеры, либо если вы хотите ее просто скинуть. И сразу есть разница относительно тех камер, которые я показывал, рассказывал ранее. На проводе только питание, никакого лана. Эту камеру по лану подключить, к сожалению, не получится. У нее нет лан-гнезда. Сзади ничего не прощупывается, значит его попросту нет. Да, только питание на 12 вольт. Работаем мы только по Wi-Fi. Ну что ж, попробуем подключить эту камеру к мобильному приложению. Напомним, приложение вот такое вот. YOLOT. Ну и, кстати, в этот раз все прикольно. Инструкция по эксплуатации полностью цветная, с картинками на английском и китайском языке. Все очень-очень-очень подробно рассказано. Ну и, конечно же, приложение можно скачать по QR-коду с Play Market. Ну что ж, попробуем подключить. Включаем нашу камеру, скидываем ее. И она будет готова к подключению, когда будет издавать два звуковых сигнала. Теперь можно начинать настраивать ее в приложении. Итак, заходим в приложение. Конечно же, сначала нас попросят зарегистрироваться. Заводим в нем аккаунт, там все очень просто, про это рассказывать не буду. И жмем кнопочку «Добавить». Это первое, что нам нужно. Мы будем соединяться по Wi-Fi. Камера нас зовет постоянно. Жмем соединение по Wi-Fi. Нам говорят, подождите 20 секунд, пока не услышите двухтональную последовательность. Это происходит. Жмем «Я слышал». Далее выбираем нашу Wi-Fi сеть. Вводим пароль. Далее. И приложение показывает нам QR-код, который нужно показать нашей камере. Показываем. QR code scan is successful. Connecting to Wi-Fi. Wi-Fi is connected. Все, камерка подключена. Pairing is successful. You can start using your camera now. Жмем далее. Нам предлагают бесплатный премиум на какое-то время, а потом, конечно же, за это попросят денег. Так, это мы пропускаем.
К сожалению, все эти дешевые вещи заточены на то, чтобы вытянуть из вас все-таки денежку за облачное хранилище и так далее, или за какой-то расширенный функционал. Вот появилась наша камера. И вот мы подключились к нашей камере. Теперь посмотрим, что же здесь есть по функционалу. Первое, что выходит, это джойстик управления камерой. Все как обычно. Вверх-вниз, влево-вправо. Сразу на экране мы можем увидеть время и также можем переключиться между Full HD изображением и HD. Напомню, данная камера у нас на 2 мегапикселя. Также мы можем увидеть строчку, в которой идут у нас запись экрана, сделать фото, а также можно включить динамик, и мы будем слышать, что происходит. И микрофончик для обратной связи, то есть когда мы жмем, мы будем уже говорить непосредственно в телефон, и наш голос будет пугать людей с камеры. Снизу у нас вкладка «Устройство», «Уведомления» и воспроизведение уже записанных фрагментов. То, что у нас либо на SD-карте, либо на облаке, но за облако, напоминаю, надо платить. Давайте посмотрим по настройкам, что имеет данная камера. Сверху мы видим основной ID камеры. Мы можем ее как включить, так и выключить. Если мы дернем выключить камеру, она выключится. Изображение с нее больше не будет поступать в аккаунт. В настройках камеры можно повернуть ее на 180 градусов, включить-выключить камеру микрофона, поставить время. В ночном режиме мы можем выбрать либо, чтобы красочное ночное видение, это просто светодиоды будут подсвечивать, обычные световые. Черно-белое ночное видение — это когда инфракрасная подсветка работает, но лучше поставить умное красочное ночное видение. При этом при тревоге будет срабатывать прожектор, обычные светодиоды, а так камера будет всегда в инфракрасном свете. Что же у нас дальше? Планирование, то есть камера может включаться и выключаться в заданное время. Эхо-шоу. Здесь мы можем подключить камеру к Алексе амазоновской и задавать ей разного рода команды. Включись, выключись и так далее. Но Алексу я не использую, тут я, к сожалению, ничего не расскажу. Запись карты SD можно поставить, чтобы все время писала, либо только по тревоге. При этом мы видим, сколько использовано нашего хранилища. Сейчас тут стоит флешечка на 32 гигабайта. И если нужно, мы будем форматировать карту. Опять же, мое облако платное. Вот для справок, сколько стоит подписка. Это цена на год. $100 на год, $80 на год и так далее. В интеллектуальном обнаружении мы увидим, как работает датчик движения. Определение движения включено. Поставим уровень чувствительности, допустим, высокий. Частота оповещений. Как часто камера будет срабатывать на тревогу при обнаружении того или иного движения. Я бы тоже сразу поставил высокую. Можно поставить график, когда камера будет включаться по тревоге, а когда не будет. И тревога капельного. Это означает то, что когда будет срабатывать тревога, будет также срабатывать и сирена на камере. Также мы можем защитить ее пин-кодом, чтобы никто не мог изменить настройки. Изменить настройки сети, выбрать другой Wi-Fi или удалить данную камеру. В принципе, весь функционал сводится к тому, чтобы включить и выключить датчик движения и изменить подсветку. В принципе, и все. Больше с этой программы она ничего не может. Что касается подключения к компьютеру, то, допустим, в программе Polyvision CMS, которая подключала все свои остальные камеры, данную камеру я подключить не смог. Если ее подключать по IP, то оно пишет «нет ответа, проверьте сеть или устройство». А если подключать ее по Cloud ID, на самой камере есть наклеечка с номером ID, для чего она непонятна, но при таком роде подключения по Cloud ID, как я цеплял свои камеры через интернет-подключение, камера пишет следующее.
К сожалению, подключиться к CMS не удалось. Немного погуглив, я нашел, что для вот этих IoT-камер есть свое специальное приложение, либо для Windows, либо для macOS. Ну, в нашем случае мы скачаем все это дело для Windows. Просто забиваем в Google название самой программки. Называется она YI Home PC. И нас отправляет на фирменный сайт. После, полазив еще немножко по этому сайту, погуглив, я нашел, опять же, фирменное предложение YI Home App for Mac or Windows. Мы качаем, конечно же, для Windows. Итак, пробуем поставить данное приложение. Язык только английский. Выбираем регион Европа. И оно уже, как видим, устанавливается. Это уже хорошо. Итак, запускаем. Начнем с языка, английский или китайский. И здесь нас просят ввести наше имя пользователя и пароль от аккаунта, который мы регистрировали в мобильном приложении. Итак, вот мы зашли в наше приложение. Камерка наша в онлайне. Разрешаем ей доступ. Та-дам! И как мы видим, все произошло. Так, и что же умеет данное приложение? Оно умеет снимать видео, делать фотографии, переключаться между качеством. Можем включить или выключить, послушать, что происходит с динамика. Посмотреть видео, которые записались на нашу SD-карту. Также мы видим статус камеры, то, что она в онлайне. Также мы можем посмотреть список наших камер, если добавить их несколько. Можем посмотреть фотографии, которые у нас шли как уведомление по тревоге. В настройках мы можем увидеть ее ID и так далее. Посмотреть, если у нас загруженные видео, написать отзыв, зайти в магазин, купить облако, которое стоит, как я уже показывал, немаленьких денег. И также произвести настройки путей, куда будут сохраняться те или иные записанные видео. Ну, функционал, опять же, достаточно прост. Просто просмотр. Больше здесь ничего, никаких тонких настроек у нас нет. Ну вот, друзья, в целом это все, что можно рассказать о данной камере. Как видим, все очень аскетично и просто. Никакого LAN-подключения, только Wi-Fi. В мобильном приложении нет никаких тонких настроек, просто открываем и смотрим. То же самое у нас происходит и на компьютере. К CMS мы подключиться не смогли, но есть специализированное приложение для данных прошивок, для вот этих вот IoT-камер, свое собственное. И в целом мы увидели, что в них нет тех же самых примочек, таких как FTP-сервер, таких как отправка фотографий по тревоге на электронную почту. А это, поверьте, функции очень классные, но их здесь нет. По стоимости, как я уже и говорил, данная камера стоит порядка $20-25, в зависимости от комплекта, от флешки и так далее. Поэтому за эту цену вы получаете самый простой, самый, скажем так, скудный функционал. Однако, если рассматривать их в разрезе камер от этого же продавца, а беру я их у одного и того же продавца Anbiux, то, переплатив там всего лишь $5, мы получаем хорошую камеру. Ну, в целом, точно такую же, как вы видите, но с другими мозгами, с более лучшим функционалом, с FTP-сервером. Точнее, она может кидать видео на созданный вами FTP-сервер. С отправкой письма с фотографией на электронную почту по тревоге. Не просто с тупым датчиком движения, а с функцией Human Shape Detection, где мы можем конкретно ставить на распознавание человека, и у нас будет минимум ложных сработок на всякие кусты и так далее. Здесь же этого нет. Тут все просто и аскетично.
Но цена вопроса доплатить $5-10, поэтому думайте, смотрите сами. Ссылочку на эту камеру и на все свои предыдущие интересные камерки я оставлю в описании. Также вы можете посмотреть про все это вот в этом плейлисте. Здесь я подробно рассказывал про все свои модели камер и про их подробную настройку подключения и подключения к компьютеру. Вот как-то так, дорогие друзья. Кому было полезно и кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. А мы продолжаем. Всем пока!